Всем привет! Меня зовут Татьяна Мединцева, и вы на моем канале о вязании. В этом видео я вам покажу, как связать вот такую вот маленькую уточку. И потом, если вам понравится, и вы напишите мне в комментариях, что вам нужно такое яичко для нее, скорлупа, то сниму еще и такой мастер-класс. Это уточка размером 5 на 6 сантиметров. Очень классная, легко вяжется, мало пряжи нам понадобится. И еще, что очень многие из вас оценят, это то, что не нужно будет никаких деталек пришивать. То есть мы все будем вывязывать по ходу вязания. Поэтому будет все легко, просто и красиво. В описании под видео вы, как всегда, найдете ссылки на мои соцсети, а также на мой магазин Etsy, где вы сможете приобрести мастер-классы в PDF-формате на мои игрушки. Добро пожаловать! Вязать я буду из пряжи Himalaya Dolphin Baby. Как вы видите, нам совсем немножко нужно будет этой пряжи. Также, кстати, желтый цвет, это у меня номер 313. Кому нужен состав, характеристики. Клюв связан номером 368. Также нам понадобится наполнитель, крючок номер 4, ножнички, маркер лучше 2, иголочка и глазки на безопасном креплении 7 миллиметров. Вот такая вот красота. Давайте начинать. Видео для начинающих я, как обычно, прикреплю в правом верхнем углу в подсказках. Переходите, кто не умеет вязать. Там я все показываю, рассказываю, все нужные столбики без накида, прибавки, убавки. Вот, пожалуйста, туда сходите. Сначала посмотрите, а потом приступайте к вязанию этой игрушки. Вообще, эта игрушка вяжется легко и просто, как и большинство моих игрушек. Сначала мы делаем петельку, 2 воздушные петли и в первую набираем 6 столбиков без накида. Либо если вы делаете кольцо амигуруми, то делайте кольцо амигуруми и в него набирайте 6 столбиков без накида. Во втором ряду делаем 6 прибавок. В каждую петельку по 2 столбика без накида вяжем, и в конце ряда будет 12 столбиков без накида. Вот в одну петельку провязали 2 столбика без накида, это одна прибавка. Дальше вяжем 2 столбика без накида, это вторая прибавка. Таким же образом мы делаем третью прибавку, четвертую, пятую и шестую. Второй ряд провязали. Дальше идет третий ряд, вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка, и так до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать, и в конце ряда будет 18 столбиков без накида. А затем 3 ряда, 4, 5 и 6 нужно будет провязать по 18 столбиков без накида в каждом ряду. И вязание выворачиваем. Вот это вот у нас изнаночная сторона, а это лицевая. Вот так вот выглядит вязание. Видите, я вывернула. Дальше у нас идет 7-й ряд. Делаем 5 убавок подряд. Обязательно сделайте первую убавочку и пометьте ее маркером. Убавки я делаю за передние стеночки. Так они более аккуратные получаются. Вот 3-я убавочка, 4-я и 5-я. 5 убавок мы сделали. Теперь разворачиваем вот так вот вязание к себе, чтобы маркер был к нам ближе. И нам нужно зайти в эту вот петельку, где у нас стоит маркер. Мы заходим сюда под нее, видите?
Зашли, теперь маркер убираем и провязываем столбик без накида. Помечаем его маркером. Это у нас один столбик без накида провязан. Вообще нам сейчас по этим 5 убавкам, которые мы сделали, нужно провязать 5 прибавок. То есть в каждую петелечку мы будем вязать по 2 столбика без накида. Один столбик без накида в эту первую петлю провязали, сюда же вяжем второй столбик без накида. Это у нас первая прибавочка. В следующую петельку делаем прибавку. Дальше снова вяжем 2 столбика без накида в одну петлю. Это третья прибавка. Дальше делаем четвертую прибавочку и пятую прибавочку тоже делаем в эту вот пятую петельку. Провязываем 2 столбика без накида. И вот такая вот красота получается. Это мы голову уже вывязываем. Видите? Здесь у нас не довязан ряд, а здесь мы начинаем уже вывязывать голову. Это 8-й ряд был, что мы сделали 5 прибавочек. То есть у нас 7-й ряд было 5 убавок, а 8-й ряд 5 прибавок. Дальше 9-й ряд будем вязать вот именно только по этой части. Эту часть мы уже не трогаем. Здесь вяжем 4 столбика без накида, 1 прибавка. И так делаем 2 раза, как раз до конца ряда. Снова мы заходим прям под маркер. Вот сразу зашли прям под маркер, только потом его вытянули и провязываем столбик без накида. И снова помечаем его маркером. Вот если вы так будете делать, то у вас все получится, вы не запутаетесь. Дальше вяжем 2 столбик без накида, 3, 4, делаем прибавку в следующую петельку. Это 1 раз. И снова вяжем 1, 2, 3, 4, прибавка, 2 раз, ряд закончился. Дальше 10-й ряд, вяжем 4 столбика без накида в начале ряда. Снова 1 столбик без накида провяжем, пометим его маркером. Вяжем дальше 2, 3, 4. Теперь вяжем 3 столбика без накида за заднюю стеночку. Хватаем петелечку не полностью, заходим в нее, а только за заднюю стеночку. Вот 1 столбик без накида за заднюю стеночку провязали, и вот эту переднюю стеночку пометили маркером. Мы здесь будем вывязывать клюв, и просто чтобы нам было удобно, кто новичок, чтобы не запутался. Дальше вяжем 2 столбик без накида за заднюю стеночку и 3 столбик без накида за заднюю стеночку. И до конца ряда довязываем 5 столбиков без накида уже как обычно, за 2 стеночки. А следующий ряд 11 просто провязываем 12 столбиков без накида. В каждую петельку по столбику без накида вяжем. Провязала я 11 ряд, вытяну крючок, петелечку эту вытяну. Смотрите, что у нас получается на данном этапе. Сейчас свяжем клюв. Для этого берем пряжу оранжевого цвета, либо красного, как вы хотите. Заходим под переднюю стеночку, вот там, где у нас был маркер, снизу. Вот так вот мы зашли, схватили ниточку оранжевого цвета. Здесь хвостик пусть остается. Делаем воздушную петлю. Хвостик подтягиваем. Следующую петельку за переднюю стеночку, у нас их 3, напоминаю, здесь. Следующую петельку за переднюю стеночку мы провязываем 1 полустолбик с накидом. Для этого мы делаем накид. Заходим под переднюю стеночку, заходим под переднюю стеночку следующей петельки. У нас теперь 3 петли на крючке, провязываем за 1 раз. Это полустолбик с накидом. И в следующую петельку за переднюю стеночку мы делаем соединительный столбик. Вот так вот мы вывязали клюв. Здесь ниточку обрезаем.
вытягиваем, затягиваем ее здесь и сразу протягиваем вовнутрь. И точно так же этот хвостик мы протягиваем вовнутрь. И вот такой вот клюв получается. Здесь мы завязываем эти оранжевые ниточки узелком. И хвостики прячем вовнутрь. Туда их протолкну, чтобы они сюда же в тельце ушли. И вот посмотрите, какой клювик у нас получился. Я его еще вот так вот выгинаю, чтобы он наверх был такой, вот видите, как загнутый. И получается красота. Теперь вставим глазки. Глазки нужно вставить на один ряд выше клюва. Вот если клюв мы провязали, получается, в каком? В 10 ряду, да, мы делали за переднюю стеночку 3 петельки, то глазки мы, значит, вставляем между 10 и 11. Вот 10 у нас ряд, и вот 11. Сразу по краям, вот где клюв у нас начинается, заканчивается, вот сюда вот мы в эти петельки на ряд выше от клюва вставляем глазки. Вот один и второй глазик. Между глазками, вот если сверху брать, считать, то у нас 3 петельки. Вот 1, 2, 3. Закрепляем с обратной стороны. Вот я закрепила, и такая красота получается. Сейчас берем этот маркер. Видите, на данном этапе вот так вот выглядит уточка. Добавляем наполнитель. Прям сверху вниз туда. Хорошо проталкиваем, чтобы шея у нас тоже была с наполнителем. Это в голову мы добавили. И теперь в тельце здесь. Добавляем. И будем вязать дальше. А дальше мы вяжем 6 убавок. Вот, тоже за передние стеночки. Хотите маркером помечайте, хотите нет. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 убавочек провязали, добавляем полностью в голову наполнитель, потому что уже будем закрывать вязание. Так, вот наполнитель я добавила. Видите, какая красота получается. Теперь нам нужно обрезать ниточку и оставить такой длинный-длинный хвостик, потому что мы сейчас и здесь закроем вязание, и здесь закроем, еще и крылышки вывяжем. Поэтому ниточку побольше, сейчас я скажу примерно, сколько я оставила. 2 метра я оставила, но забегая наперед, сразу скажу, что это много. Я потом все померила правильно, и 60 сантиметров будет достаточно, чтобы закрыть вязание и вывязать крылышки. Так, здесь мы вытягиваем эту петельку аккуратно, чтобы не повредить ниточку. Вытягиваем ее полностью. И сейчас будем закрывать вязание. То есть вот так вот мы вытянули, вставляем в иголочку ниточку. И заходим под передние петелечки в каждый столбик. У нас их 6. Вот мы вторую петелечку так взяли под переднюю стеночку. Мы берем петлю
и протягиваем ниточку, а потом просто стянем. Вот. И теперь аккуратненько вот так вот затягиваем. Видите, красота какая. Теперь сюда я в серединку зашла и выхожу вот сюда к шее. Здесь сильно не тянем, чтобы голова у нас не сплюснула сильно. Посмотрите, какая красота. Я не могу вообще. Ну просто. Так, здесь мы все. Это, наверное, много наполнителя я даже добавила, да? Так. Тут с наполнителем не перебарщивайте, потому что мы потом его еще примнем, чтобы она у нас была такая вот плоская. Ну и здесь просто сшиваем эту часть, заходим вот таким вот образом и сшиваем. Так, теперь здесь разравниваем наполнитель внутри, чтобы у нас получилась вот такая красота. Посмотрите. Ну, это же просто какое-то чудо-юдо. Так, все, вот видите? Все классно, все хорошо. Здесь мы выходим на эту сторону, где начнем провязывать крылышко. Оп. Вот так вот. И здесь начнем вывязывать крылышко крючком. Крылышко мы будем вязать. Вот вышли посерединке, где у нас идет уточка. Я захожу в эту петельку и хватаю рабочую ниточку вот так вот. Видите, где мы начинаем? Получается, от начала ряда, вот если это был у нас первый ряд, 1, 2, 3, между 4 и 5 рядом, если снизу считать, мы будем вывязывать крыло правое. Так, вытянули ниточку и провязали воздушную петлю. В следующую петельку, вот так вот мы берем, мы делаем столбик без накида. Дальше в следующую петельку полустолбик с накидом. То есть сделали накид, зашли в следующую петельку, вытянули рабочую ниточку и 3 петельки на крючке провязали за один раз. И теперь делаем воздушную петельку и присоединяемся. Можно в этом ряду присоединиться, а можно на ряд повыше, и тогда оно будет вот такое вот красивое. Но чтобы присоединиться, мы вытягиваем ниточку. Вот так вот. Вставляем в иголочку. И вот так вот на ряд выше, видите, вот здесь мы закончили и сразу... Так вот, смотрите, здесь мы закончили, и вот сюда я на ряд выше захожу и выхожу на эту сторону, где мы будем тоже вывязывать крылышко. Здесь подтягиваю хорошо, но сильно не затягиваем, чтобы все было красиво. И видите, как получается красиво крыло. Вот такая вот красота. Здесь смотрим, чтобы все было симметрично. И вяжем то же самое, тоже начинаем с этой части и доходим туда. Так, вот сюда я выхожу, делаю воздушную петельку, в следующую захожу, вяжу столбик без накида. Дальше мы вяжем полустолбик с накидом и делаем воздушную петелечку и смотрим, чтобы все было
симметрично. Здесь лучше равняться вот по этому ряду. Смотрите, мы вот по этому ряду вязали. И вот так вот прям проходим. И второе крылышко тоже вяжем по этому ряду. Потому что если здесь мы будем ориентироваться по задней части уточки, то нам нужно на ряд выше. Ну тогда крыло будет некрасиво смотреться. Мы же вяжем по спирали. И поэтому ориентируемся именно по передней части уточки. Вот где мы вязали здесь, никуда присоединяли, именно крылышко вязали. Вот по этому ряду мы и вяжем второе крылышко. Сюда дошли и присоединились уже потом. Так, вытягиваем ниточку. Полустолбик с накидом, видите, провязали. Воздушную петельку сделали и теперь присоединяемся. Видите, как ниточки я много отрезала уже так от души. И тоже присоединяю. Вот здесь мы закончили. И присоединяю сюда, чтобы тоже у нас было оно повыше. Подтягиваем так. Опа. И красота. Видите? Вот так вот. Так, здесь мы сделаем узелок. И ниточку просто спрячем вовнутрь. Оп. Красота. Так, здесь ее отрежем. Никаких утяжек я не делаю. Сейчас посмотрю, сколько у меня ниточки осталось. В общем, 60 сантиметров той ниточки достаточно будет оставить, чтобы сделать вот эту вот всю красоту. И в итоге смотрите, что у нас получается. Здесь, помните же, да, наполнитель мы так разравниваем, чтобы получилась плоскость. Хвостик. Ой, хвостик, господи, клюв сюда вот так вот поправляем, посмотрите. Ну это же вообще две такие уточки. Ну я не могу. Это же просто какое-то чудо.